Это не фильм о секретных агентах. И не фантастический голливудский боевик. Это программа о том, без чего не могут обойтись шпионы. А именно, о современных приборах, оборудовании и прочих хитрых научно-технических изобретениях. Впрочем, без подобных гаджетов сегодня не представляют себе жизнь не только секретные агенты, но и обычные люди – врачи, учителя, бизнесмены. Мы приветствуем вас в инжиниринговом центре Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, где российские ученые создают уникальные технологии, которые можно увидеть разве что в кино. У меня в руках обычные очки. Почти такие же являются прототипом нового поколения детекторов лжи с лаконичным названием «Око». Это важное изобретение, потому что раньше, еще до появления всем известного и гуманного полиграфа, в некоторых организациях информации добывали жесткими и бескомпромиссными методами. Когда вы вступили в партию? В прошлом году. Сколько вам платят? 300 в месяц. 300 чего? Фунтов, рублей. В инжиниринговом центре МИФИ громоздкий полиграф превратился в доступный портативный прибор. Здесь работают такие талантливые инженеры, что, несмотря на то, что велосипед уже изобретен, они придумают, как сделать его летающим. Настало время для экспериментов. Представим, что я ищу работу, и сейчас мне нужно пройти тест на новом детекторе лжи. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Ольга. Присаживайтесь, пожалуйста. Надевайте очки. Спасибо. Проведем калибровку системы. Пожалуйста, расслабьтесь, устраивайтесь поудобнее. Попробуем. Давайте начнем. Вас зовут Ольга? Да. Вы были уволены с вашей предыдущей работы? Нет. У вас были проблемы в общении с вашими коллегами? Да. Вы пришли к нам из-за высокой зарплаты? Нет. Ольга, вам нравится ваша работа в Russia Today? Да. Этот вопрос противоречит правилам, но давайте посмотрим, что у нас здесь. Конечно же, я люблю свою работу, хотя бывают и трудные времена, когда очень хочется взять отпуск. Основной принцип работы этого детектора лжи – реакция зрачка глаза на поставленные вопросы. Кстати, это чистая психология и довольно популярная. Многие студенты изучают эту тему. Удивительно, что никто раньше не попытался совместить эту теорию с полиграфом, ведь идея лежит на поверхности. К тому же очки – предмет столь привычный в обиходе, что не вызывает отрицательной реакции или лишней нервозности у испытуемого. Проверено на себе, проверено на разработчиках. Анастасия, можно ли сказать, что очки являются альтернативой известному полиграфу? В некотором смысле это действительно альтернатива. Например, наши сотрудники проходили тестирование данных очков прямо под полиграфом. То есть задавались вопросы, и одновременно ответы фиксировала как наша система, так и полиграф. Было интересно увидеть, что ответы совпадали. В очках отвечать на вопросы достаточно спокойно я себя чувствовала. Под полиграфом люди говорят, что очень сильно нервничают. Как ваши коллеги это восприняли? Да, это действительно так.
Наши коллеги как раз и говорили, что полиграф вгонял их в некоторое чувство дискомфорта, потому что когда на тебе очки, это повседневный предмет, который, в принципе, мы часто носим, и он не особо смущает опрашиваемого. А когда на тебе множество датчиков, они сдавливают твою грудную клетку, тут уже человек начинает нервничать. Именно поэтому эту технологию, наверное, мы бы предлагали HR-службам при тестировании людей, которые приходят к ним на работу. Так как она компактна, она недорогая, и не каждая компания может позволить себе тестировать на полиграфе человека, также для этого нужен специалист, который будет проводить это тестирование. А с данной программой, в принципе, может справиться любой человек. Программа сама выдаст вам ответ, процент вероятности того, что вы говорите правду или лжете. Я не собираюсь вас обманывать, но это не игрушка. Это очень важная модель. Почему? Потому что речь идет о жизнях тысяч людей и обеспечении безопасности промышленных предприятий. Сегодня мир сотрясают реальные и виртуальные атаки. Это означает, что одной из самых перспективных сфер в научном мире становится обеспечение безопасности. Считается, что основную угрозу представляет нарушение систем автоматизации. Все они разработаны без учета защиты. До недавнего времени считалось, что обычная, хорошо организованная охрана защищает от проникновения злоумышленников на объект, а сотрудники предприятия – доверенные люди, которые как минимум прошли проверку. Однако это далеко не всегда так. К тому же зачастую причиной сбоя становится не злой умысел, а безалаберность. События в Иране в 2010 году, когда с помощью вируса Stuxnet была атакована установка по обогащению урана, что практически привело к катастрофе, стало мощным импульсом для исследований в этой сфере. Станислав, такой не очень приятный, резкий звук. Он говорит о том, что начала свою работу система «Щит». Нет, этот звук говорит о том, что потребители не останутся без электроэнергии. Это звук коммутации нагрузки. В этой комнате мы можем с вами пронаблюдать как раз ту версию, конфигурацию комплекса «Щит», которая предназначена для защиты этих систем распределения электроэнергии. То есть можно сказать, что большое предприятие, условно говоря, какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод, обеспечен защитой благодаря вот этим 5 квадратным метрам. Нет, даже не так. Еще компактнее. Благодаря вот этому устройству. Вот. Это устройство, это и есть комплекс «Щит». Оно позволяет существующие системы автоматизации, которые представлены вот здесь, и вот диспетчерский уровень, полностью защитить от возможных посягательств, от вирусного программного обеспечения, от подключения к линиям связи несанкционированного, от каких-то возможных закладок в оборудовании автоматизации. Самый главный принцип работы – это контроль всей информации, которая проходит внутри системы автоматизации. Он позволяет закрыть уже имеющиеся в эксплуатации системы от вредоносных воздействий. И это существенно повышает уровень защищенности вообще общемировой. А в Иране знают про вашу разработку? Видите ли, именно в сектор атомной энергетики выйти несколько сложнее. У нас есть пилотный проект на нашем реакторе внутри МИФИ, вот, где мы обкатываем свои решения. И мы готовы предоставить уже защиту, которая будет с этим справляться, но технологи пока не всегда готовы на свой объект установить такую систему. Защита глобальных систем автоматизации, конечно, в приоритете. Но есть еще и личные интересы. Речь идет о защите малых систем, например, автомобилей. Эта идея стара как мир. Причины множества аварий с участием известных политиков, ученых и бизнесменов до сих пор неизвестны. Следователи не обнаружили ни других участников ДТП, ни неисправностей в разбившихся автомобилях. В 2012 году в Иране разбились сотрудники МАГАТЭ из Южной Кореи и Словакии, которые проводили экспертизу вновь открывшегося иранского завода.
В 1994-м новость об автомобильной аварии потрясла Сирию. Опытный водитель не справился с управлением и разбился на шоссе. За рулем машины был никто иной, как сын и будущий преемник президента Хафиза Асада. Но, безусловно, в самую шокирующую аварию попал Mercedes S280, в котором ехала принцесса Диана. Из-за давления папарацци и королевской семьи она чувствовала нависшую опасность и предупреждала Дворецкого, что ее машину могут вывести из строя. Безопасность автомобилей важна не только на улицах города. Многие хотят, чтобы их машина была защищена и от вмешательства в систему электроники. Теперь желание клиента исполнено. Новое изобретение называется автовизор. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Расскажите, как эта система работает, как можно действительно защитить свою машину? В любом современном автомобиле все блоки управления связаны между собой единой сетью, которая называется коншиной. У нее нет абсолютно никакой защиты на аппаратном уровне, то есть на программном, внутри самих блоков, все достаточно хорошо защищено. Но стоит подключиться к двум проводам извне, и можно получить контроль над всеми блоками управления для данного автомобиля. Это кино, так не бывает. Так бывает. То есть, если машина стоит где-то на стоянке, можно свободно получить доступ в автомобиль. На более современных автомобилях с электроусилителем руля можно отобрать управление и рулем у водителя. Можно заблокировать тормоза, чтобы педалька не нажималась, как в кино. Это делается через сервисную процедуру закрытия клапанов блока АБС. И что, пожалуй, самое страшное, это активация подушек безопасности на скорости. Но у наших инженеров для таких случаев уже предусмотрен счастливый конец. Это средство спасения в маленькой коробочке, по сути, является антивирусом. Сейчас проходят испытания, а некий тайный покупатель уже сделал заказ. Сейчас идет подготовка к серийному выпуску, а через год новинка появится в автосалонах Москвы. Ее будут предлагать в качестве дополнительной опции к автомобилю. Просто мобильное приложение, да, оно отображает информацию о состоянии автомобиля. Также можно получить логи автосервиса. Приложение, по большому счету, информационное. Устройство работает даже если телефона рядом нету. Мне кажется, что современные российские изобретатели очень чутко реагируют на запросы рынка, а одна из его основных проблем – это логистика и безопасность транспортировки грузов. Доставить без потерь и в срок, загрузить и разгрузить – задача транспортных компаний. А вот самостоятельно проконтролировать перевозчика заказчик может уже сейчас. Идея родилась практически случайно из-за неприятностей, которые возникли у самих изобретателей. Нет худа без добра. Так можно было бы назвать проект, о котором мы сейчас расскажем. Но он называется по-другому – Black Bee Track. Как возникло это название, мы спросим у директора проекта Владимира Конева. Владимир Конев. Здравствуйте, Володь. День добрый. Несчастный случай стал поводом для изобретения. Когда мы создавали наш центр инжиниринговый, создавали конкретно в нем подразделение по прототипированию, вот этот весь завод, мы заказывали 3D-принтер. Дорогостоящий, хороший, качественный. На то время они действительно еще очень дорого стоили и редко встречались. Все устройство исправно, подписали приемные документы, ну и, соответственно, в чем была причина? То есть, хотя внешнее устройство полностью выглядит правильно, принтер весь выглядит хорошо, но де-факто само устройство нельзя в процессе перевозки кантовать больше 15 градусов от вертикали. И в таком случае, как раз если эти условия нарушаются, то печатающая головка рассыпается. Мы решили, что с этой проблемой надо бороться и создавать какие-то продукты, какие-то электронные системы для мониторинга условий перевозки грузов.
Именно поэтому мы сделали вот такие миниатюрные метки. Они, соответственно, держат в себе некоторый объем памяти, держат в себе набор сенсоров, будь то сенсор влажности, сенсор температуры, сенсор тряски. Принцип работы невероятно прост. Есть память, есть батарейки, и эти устройства могут работать в автономном режиме от 1 недели до полугода, в зависимости от частоты сбора данных. Благодаря датчику все данные тут же отображаются на экране телефона в виде графика. Информация приходит в уже обработанном виде, и эти данные можно использовать, чтобы предъявить претензии перевозчикам. В процессе перевозки участвуют 3-4, а то и больше участников рынка, логистов. При этом, соответственно, разбираться с ними и пытаться доказать, кто из них конкретно нарушил условия перевозки, становится абсолютно невозможно. Каждая метка проходит индивидуальную калибровку, присваивается индивидуальный номер, конкретно ее параметры по сенсору, каким мы сенсором поставим, они калибруются, индивидуально устанавливаются, и в дальнейшем это накопленные данные могут быть использованы в качестве дополнительной юридической базы. Инжиниринговый центр мне напоминает Спрута, который запустил свои щупальца во многие сферы, а по целому списку направлений сотрудничает с десятком стран. Один из его крупнейших партнеров – Бахрейн. Ее высочество принцесса Бахрейна, президент группы компаний Riyadh Group, частый гость в Москве. На этот раз она посетила химический факультет Московского государственного университета, у которого есть общий проект с инжиниринговым центром. Когда я встретилась с этой едва ли не самой влиятельной женщиной Ближнего Востока, меня поразила демократичность ее общения, манера одеваться и отсутствие видимой охраны. Ее не смутили даже жуткие запахи реактивов в химической лаборатории университета, где мы встретились. Мне было интересно узнать, какие цели она преследует в Москве, научные или деловые. Впрочем, ее высочество было достаточно откровенно. Что касается деловой части, если занимаешься наукой, необходимо выходить на рынок. И мы этого добились. Мы начали с технологий для добычи нефти в Латинской Америке, а именно в Боливии. Мы стали одной из первых стран, которые начали работать в этой сфере в этом регионе. Сейчас мы сотрудничаем с инжиниринговым центром и другими институтами, чтобы разрабатывать новые технологии, которые смогли бы удовлетворять нужды людей по всему миру. В сфере медицины уже есть новые устройства. Вы его, возможно, уже видели. С его помощью можно проверять кровь пациента на наличие более 80 заболеваний. Благодаря такому подходу наука становится гуманной, ведь ученые ориентируются на нужды обычных людей. Если сотрудничество окажется успешным, мы планируем выпускать это устройство не только в России, но и в Бахрейне. В сфере медицины для исследований изобретений границ нет. Главной разработкой инжинирингового центра в этой области стала эндоскопическая капсула «Ландыш». Заболевания желудочно-кишечного тракта, по мнению большинства медицинских ассоциаций, одни из самых распространенных в мире и классических эндоскопах. Их аналоги – миниатюрные капсулы, которые можно проглотить, впервые появились и используются в Израиле, а также Южной Корее. Стоит такая процедура немало – порядка $600. В Москве на базе инжинирингового центра создан завод по производству российской версии капсулы, которая получила романтическое название «Ландыш». Именно так зовут врача-гастроэнтеролога, которая выступила в роли консультанта и эксперта в процессе разработки. Сейчас проект близится к завершению. Впереди клинические испытания и начало серийного производства.
На площади в 70 квадратных метров расположен завод, где осуществляется полный цикл производства эндокапсулы «Ландыш». Я держу ее в руке. Эта капсула готова к использованию. А как ландыш путешествует по человеческому организму, знает вот этот молодой человек. У медиков отличное чувство юмора, они даже дали ему имя – Петя. Но задавать вопросы мы будем, конечно же, не ему, а настоящему ученому. Игорь, что с этой капсулой происходит, как она путешествует? Данная капсула проходит весь кишечный тракт человека и выходит естественным путем. Наше изобретение отличается тем, что скорость передачи кадров у него намного выше. Соответственно, мы достигаем этим качества съемки намного лучше. Плюс компонентная база выбрана таким образом, чтобы удешевить конструкцию. Наша капсула намного дешевле, чем импортные заграничные конкуренты. Также наши программисты разработали специальное интеллектуальное программное обеспечение, которое позволяет не просто просматривать кадры, а выбирать опасные области и предоставлять врачу вместо 8-часовой записи уже 20-15-минутный ролик, где определяются участки опасные для человека, выделенным цветом, то есть облегчается работа врача. В данном случае ученые центра не гнались за авторством. Была поставлена задача в кратчайшие сроки решить наболевшую во всех смыслах проблему. Почему наболевшую? Потому что, когда я держала в руках вот такую маленькую капсулу, я, честное слово, совсем не боялась ее проглотить и быстро пройти обследование. Действительность не обманула мои ожидания. Здесь было все. И харизма врача, и идеально приспособленная для глотания капсула, и отсутствие каких-либо неприятных ощущений. А еще гарантии, которые я получила непосредственно от разработчиков этого прибора. До тонкого кишечника не можем дойти ни гастроскопом, ни колоноскопом, поэтому действительно эта зона остается необследованной, остается слепой. И в тяжелых ситуациях есть сопутствующие методы исследования, тяжелые методы, которые проводятся под наркозом, под определенной анестезией. И таких больных мы обследуем только уже в условиях стационара и в клинических оснащенных больницах. Поэтому капсула нам нужна. Мы сможем просмотреть и пищевод, и желудок, и все отделы кишечника. Наверное, вам, как и мне, бросилось в глаза, как молоды те, кто работает в инжиниринговом центре. Это не случайность. Здесь давно обратили внимание на то, что в министерствах и ведомствах сидят люди, которым порой уже за 60, и у них нет даже преемников. Поэтому здесь молодой состав, способный вести разработки на протяжении долгого времени. К тому же он постоянно пополняется новыми ресурсами и кадрами. На самом деле, чаще всего это студенты, причем студенты разных университетов, не только МИФИ. Они слышат о нас, видят, поскольку часто освещаются разработки, которыми мы занимаемся, и просто приходят к нам. Это все довольно просто. Сейчас связаться можно при помощи интернета, прийти к нам. Мы узнаем то, чем интересуется человек, пускай даже он будет не обучен, мы обучим его сами. Константин, ну вот проект GreenHit, он массу историй вокруг себя имеет, не только связанных с названием, но еще и с историей так называемой утечки мозгов, а именно того, что не случилось. Знаешь, что когда вы запатентовали эту идею защиты телефонов от прослушки, чем удается задерживать людей здесь? Да, на самом деле, когда был запатентован наш алгоритм, им заинтересовались некоторые американские компании. Предложили выкупить не только сам патент, но и, в принципе, перевести туда команду. Естественно, предложение это поступило не через наше руководство, само собой. Вот. Классическая схема, я так понимаю. Не очень красиво, но, на самом деле, здесь, что стоит отметить, это что ни один сотрудник, который занимался проектом, никуда не уехал, остался работать у нас. Здесь это лишний раз подчеркивает ту гибкую систему работы как внутренней, так и внешней, которую мы создали за эти годы.
Безусловно, всем молодым людям близок образ фантастических городов будущего с их голографическими экранами, светящимися разметками и удивительными устройствами, которые облегчают жизнь и коммуникацию людей. Не чужды эти образы и сотрудникам центра. То, что они разрабатывают, это, конечно же, во многом проекты будущего. Но в отличие от остальных, они прекрасно понимают, что любые технологии нуждаются в защите. В еще большей защите нуждается личная жизнь каждого человека. И сегодня уже можно увидеть одну из разработок центра в этой сфере. Это гарнитура, абсолютно защищенная от прослушивания. Леонид, можно избавиться уже от шпионских атрибутов? Во-первых, это точно не шпионское оборудование, потому что, как мы увидели, дизайн сильно отличается. Если бы мы делали шпионское, то мы бы маскировались под какие-то существующие. Создавалось в первую очередь для защиты, для конфиденциальных переговоров. Это могут быть переговоры как с женой, как с любым человеком, с семьей, по работе. На самом деле, кому бы из коммерческих игроков мы об этом бы не рассказывали, все говорили, позвоните нам, когда мы можем ее купить, и мы обязательно ее купим. Здесь же принцип очень простой. У нас есть гарнитура, есть у меня, она есть у вас. Обе гарнитуры знают друг друга, и фактически они шифруют информацию между собой. Никто в процесс шифрования, в процесс защиты не вмешивается. Я бы не говорил, что она безупречная. Просто мы сделали раньше, и мы быстрее можем совершенствоваться. Например, пока наши коллеги будут делать гарнитуру таких размеров, мы сделаем ее уже в 2 раза меньше. И, наконец, мы бы хотели представить вам еще одно изобретение, которое, кстати, сопровождает нас всю программу. Неужели вы его еще не заметили? Это и вертолет, и видеокамера. Все вместе это проект под названием «Мультикоптер». Что же в нем такого особенного? Сейчас я вам расскажу. Сегодня коптеры – одна из самых популярных игрушек состоятельных людей. Самое частое применение вертолетов – фото- и видеосъемка. Однако мультикоптер не сравнится ни с одним из существующих ныне беспилотников для гражданских нужд. Это универсальная база, которую можно использовать и как камеру, и как тепловизор, и как перевозчик небольших грузов. Все это на одной платформе. Многофункциональность коптера делает его лидером в этом сегменте. Естественно, такие вещи производятся, но здесь важно уже более тонкое их применение. То есть применение для создания комплексов для, например, атомных электростанций или для силовых структур, то есть охранные летающие комплексы, либо же это сложные комплексы наблюдения. Западные аналоги предлагают только готовые комплексы, направленностью примерно сектор, скажем так, дорогие игрушки, полетать, поснимать. Но с российскими структурами и компаниями они совершенно никак не взаимодействуют, поэтому, по сути, рынок на данный момент, можно сказать, пустой. Наука, изобретения, инновации, производство – все это составляющие работы инжинирингового центра МИФИ. Глядя на молодых ученых, я пришла к выводу, что за подобными лабораториями большое будущее. Они могут не только изобретать, но и производить очень важные для всех нас устройства и системы. А еще важнее то, что они уже сейчас думают о том, что понадобится нам завтра. И я говорю вам чистую правду.